Коллеги, всем привет, Антон Сабуров на связи, рад вас видеть в новом видео. Сегодня очень крутая тема. Сегодня будем смотреть на возможные нейросети. Не одним чатом GPT у нас доступен рынок. Я покажу вам гигантов, которые делают Google, которые делают Meta. Я покажу одного интересного скрытого игрока, но который показывает себя достаточно интересно и может конкурировать с чатом GPT по мощностям. И я покажу вам то решение, которое доступно в тех странах, где заблокирован чат GPT, который может работать бесплатно, который работает без всех запретов, может заходить напрямую с телефона без необходимости каких-либо дополнительных инструментов. Я думаю, будет круто. Я покажу инструменты с точки зрения маркетинга, дам вам обратную связь, дам вам свои рекомендации. И у меня есть два любимчика, один из которых бесплатный и доступен всем. Второй, который по подписке, но который показывает очень крутые результаты и может быть очень отличным инструментом для чата GPT. Интересно? Погнали. Итак, во-первых, мой канал на YouTube. Я думаю, что все вы его смотрите. Последнее видео, которое было у нас про нейроавтопилот, это видео в продолжении, опять же, расширенного курса про нейросети. Я думаю, надеюсь, вы его смотрите. Да, вот этот профессиональный курс по нейросетям. Обязательно смотрите. Там отличная большая подборка по использованию ChatGPT, механики. Я его продолжаю записывать. И сегодня с вами пойдем прямо в отличный инструментарий. И давайте, наверное, начнем с вами с инструментом Meta. Я покажу вам стартап, который называется Grok, который позволяет работать с нейронкой от Meta, которая называется Llama 3. Это достаточно серьезное решение. Компания очень сильно в него вваливает ресурсов. На текущий момент, если говорить про официальный сайт, это больше инструменты для разработчиков, для того, чтобы делать интеграции. Вот. Но оно дает реально очень хорошие, интересные цифры. Я покажу вам сейчас график. Вот он, который показывает, что Llama 3, это вот этот розовенький цвет, синий, вернее, цвет, достаточно себя ощутимо чувствует. И до выхода четверки оно где-то рядышком было. Вот. На самом деле, на него стоит присмотреться. Вот видите, там по тестам она там где-то супер рядом. Вот в этом тесте она даже обогнала четверку, но 4О вырвался вперед. Вот. Видите, здесь тоже в этом тесте они впереди. Поэтому его называли убийцей чата GPT, но на практике все немного не так, как хотелось бы. Итак, я покажу вам инструмент Grok. Это интересный инструмент, который позволяет работать не с одной нейронкой. Llama здесь тоже есть в двух вариациях, 70B и 8B. Более быстрая и скоростная, поэтому я использую там Llama именно там 8B. Но кроме этого есть супер быстрая Mixtral, я про нее позже покажу. Итак, чем отличается Grok? Он отличается тем, что он работает на нереальных скоростях. А реально, смотрите, 1000 токенов в секунду. Это нет аналогов. Вот. Я сейчас покажу, как она работает. Вы просто офигеете от скоростей. Вот. Я реально был в шоке. Показываю механику, которая нужна мне. Я работаю с YouTube-каналами. Вот. У меня есть небольшая американская сеточка, которую активно развиваю, где я тестирую все новые технологии, АИшное создание контента. Это такой мой маленький пэт-проект, который достаточно активно развивается. И вот одна из механик была, собственно, создание контента для подобного канала. Вот. Соответственно, я здесь прохожу по всем механикам. И достаточно стандартные вещи. Тут у вас я ничего не покажу. Я пишу скрипты, делаю название канала, соответственно, скрипты идут, я их правлю, что мне нужно контент только для автора. Честно скажу, чтобы вас сильно не мучить, Llama пишет так себе текста. Вот. Я не сильно оценил. Проблема, опять же, в чем Grok заблокирован в ряде стран, вот, и только доступ через VPN. Но плюсы, в него можно пробраться, он на текущем моменте денег не стоит, и можно и поиграть с тем, что вам интересно. Да, допустим, вот, смотрите, как идет скорость. Вот сейчас у нас сводится Llama 3 8B. Видите скорость? Космическая, просто космическая. Но при этом, если мы переключимся на Mixtral, посмотрите на Mixtral, что происходит. Жесть. Вот. Ну и, соответственно, у меня там вывалилась ошибка. Блин. В общем, со скоростями все реально интересно, и интересно посмотреть, потому что они немножечко разные. Вот, они немножко разные, и у меня, видите, там идет ругань на то, что у меня, закончились лимиты.
Вот, ну, активно, скажем так, поработал. Мне нужно версию вот эту, и здесь у меня должно быть все норм. Угу. Llama работает нормально. Видите, 1300 токенов в секунду, но вот эта скорость, конечно, поражает. Короче, как используем? Идем сюда, подключаемся, вот, и для Llama 3 берем код для интеграции. Вот. Код для интеграции, API так называемый, и, соответственно, дальше используем в приложениях. Это наиболее распространенная штука. Вот в Гроке можно поиграться технически там с языком управления, но вот эта скорость открывает новые возможности, на самом деле, которые скоро будут раскатаны для инструментов Llama. Да. В частности, пошли тестирования уже на рынке Индии и Сингапура в том, что Llama встраивают в WhatsApp бизнес, где можно будет чат-ботом пользоваться в реал-тайме для коммуникации. И это одна из, правда, практик применения. О чем она говорит? О том, что с этой скоростью нужен возможность работы в реал-тайме. И если у вас есть такие быстро нагруженные запросы, не знаю, там, опять же, отдел продаж коммуницирует, у вас интернет-магазин, и там какая-то идет обсуждение, собственно, вот это то, что вам историю сделает. Офигительно, реально, офигительно. Текст среднячковый, да, но технически со своими задачами он справляется. Я тестировал ее на своем, но, скажем так, для оптимизации, для работы с контентом я бы не стал это брать. Вот. Но для каких-то более заурядных задач подойдет достаточно хорошо. Супер. Это была нейронка от Меты, называется Llama 3. Ванделька 8B. Рекомендую ее для задач, где нужна очень быстрая скорость. Следующий инструмент, который я хочу вам показать, это нейросеть от Гугла, называется Gemini. И в принципе Gemini вытягивает коляску. По сайту gemini.google.com у нас, собственно, она есть. Я покажу, как я для себя использую. Соответственно, такой же запрос, что мне нужен скрипт по площадке. Как видите, у нас Grok здесь нельзя, здесь только работа с текстом, здесь у нас добавляется уже работа с голосом, и можно картиночку загрузить, но есть расширенная версия Gemini Advanced, к сожалению, недоступна в моей стране, поэтому я не могу ее протестировать. Там можно сильно больше, но есть один лайфхак, я вам покажу, вам немножечко побольше. Итак, что в целом она справляется с задачами, но, как учитель русского говорила, Сабуров, ты тройку с минусом сегодня заработал, этот диктант написал. Ну, вот это точно так же. Технически, да, она пишет. Это Gemini версия 1 Pro. Но, короче, такое. Я бы не сказал, что она там фантастически работает. Да, Gemini Pro. Вот. ChatGPT его обгоняет с точки зрения написания, поэтому Gemini 1 Pro я не могу рекомендовать. Но она доступна всем. Ее можно подключиться без денег, без всего остального и уже начать пользоваться. Да, она доступна без необходимости VPN, без оплат. Ваш Google учетка дает вам возможность работать в этой нейросети, и это огромный его плюс. Но здесь есть одна маленькая фишечка, которую я вам поделюсь. У Google есть такая штука, называется AI Studio. Да, она позволяет здесь делать разные интересные вещи. В частности, она позволяет вам работать с нейросетью внутри, которая называется версия 1.5 Pro. И на одну минуточку эта версия имеет 1 миллион токенов в памяти. Это супер дохрена. К примеру, в нашей любимой ChatGPT 128 тысяч токенов. В Gemini 1.5 Pro 1 миллион. Практически в 10 раз больше. Представляете? Ну, это просто нереально. Это очень круто. Вот. Google AI Studio дает возможность вам работать с ней без необходимости каких-то оплат. И вот здесь уровень уже прям хорошенький. Веду, начиная коммуникацию. В целом все хорошо. Да, текст автора адекватный, хороший текст, который там можно реально брать. Ну, в моем случае я его отправляю в text-to-speech, да, собственно, озвучиваю дальше. Он дополняет информацией, и вполне ок моделька. Она очень сопоставима с GPT-шкой 4o, и прям мне в паре очень она нравится. Точно так же здесь получаем API-ключ и подключаем его к нам в наши модели, в тот же самый Make, да, там видео на канале, которое как раз выходило не так давно, где можно посмотреть, да, вот нейроавтопилот, посмотри обязательно, да, через API можно подключить Gemini, и просто будет отличная связка. Вот, отлично выдает крутейшее количество ключей для того же YouTube, отличные вовлекающие заголовки, кстати, намного интереснее, чем GPT, это правда. И здесь я вижу в будущее, когда YouTube говорит, не используйте никакие другие нейросети, буду банить, но можете использовать Gemini,
На предыдущем этапе я немножечко со скепсисом к этому относился, а вот, слушайте, теперь с огромным интересом я жду, когда в Google Workspace раскатают Gemini, потому что такие уже проекты есть, я уже вижу, как они работают. То есть они будут доступны у вас и в Gmail, в документах. Это очень круто. Вот. Я вижу этот потенциал. Я готов платить здесь за дополнительную подписку, если буду ее раскатывать. Здесь прям очень хорошо. Вот. И здесь все в целом ок. Но тут появляются очень крутые штуки по формированию промптов. Я вам покажу один из них, который мне в моей работе очень помогает. Здесь можно делать вот такие вот штуки, когда у вас слева есть input, справа есть какие-то результаты, и дальше вы их вводите. Вот смотри, какую штуку я сделал. Слева я ввожу картинку в виде моего thumbnail, я его хочу протестировать, а справа здесь он показывает рекомендации, что здесь нужно исправить. И дальше вы можете эту штуку реально загружать в каких-то объемах, да, то есть добавляя там следующую картиночку, да, то есть вы можете загрузить, не знаю, там, допустим, с кошечкой. Все, вы нажимаете здесь генерацию, и он тебе говорит, дает рекомендации. Да, это хорошо, но сделай ее поближе, добавь текст, увеличь контрастность, добавь рамку, и там не забывайте, что вам нужно использовать thumbnail для того, чтобы внимание похитить. Очень круто, вот. И из интересного, да, здесь реально намного больше вы можете делать, допустим, там Chatter Prompt. Вот, и вы здесь можете добавлять всю красоту, которая необходима. Google документы, загружать огромные файлы с диска, загружать видосы, потому что 1 миллиона хватает минут на 20-30 видео, и работать с видео уже в рамках Gemini 1.5. Вот. Если он где-то провалился, иногда переключается на флеш. Флеш немножечко быстрее работает, чем прошка, но технически все норм. Ребят, маленький к вам вопрос. Поставьте плюсики в комментариях к этому видео. Если хотите обзор Google AI Studio, я сделаю отдельный, потому что здесь достаточно много настроек. Про ним нужно пройтись, рассказать там, про секвенции, рассказать про там, особенности, как правильно подкрутить, рассказать про несколько вариантов создания промптов, структурной и работы с чат-ботом. В общем, пишите. Буду рад вам отдельно записать видео, потому что Gemini этого реально достоин. Я выложил его на первое место с точки зрения, во-первых, доступности, простоты доступности, во-вторых, той работы, которую он делает, именно версия 1.5. Просто Gemini 1 Pro, которая доступна на gemini.google.com, к ней есть вопрос, она не самая умная, вот 1.5 уже намного интереснее. Но сегодня есть третий кандидат, которого я хочу вам показать как бонусный. Он не от большого игрока, не от корпорации, он от маленькой компании, вот, которая называется Claude.ai, и он реально хорош. С минусом, который есть, этот минус связан с тем, что в бесплатной версии он достаточно маленький, и у вас, к сожалению, не хватит его для работы. Есть несколько версий, да, есть версия Opus, у меня версия бесплатная, доступная внутри. И какие штуки здесь есть? Сюда можно загружать файлы, он дает очень крутой текст. Реально, с текстом абсолютно вопросов нет. Он стоит наравне с GPT-4o и наравне с Gemini 1.5 Pro. Вы спросите, зачем использовать его, если есть другие? Ну, на самом деле, у меня иногда выявляются вопросики к GPT, к Claude. Я поработал даже вот на стандартной версии, на бесплатной версии. Все хорошо. А с Opus'ом возникает сильно больше соблазн поработать, взять подписку, потому что коллеги очень положительно к нему отзываются. Вот. Дайте, ребят, мне тоже обратную связь. Напишите там 10 в комментариях, буду понимать, что хочется именно про Claude посмотреть. Но минусы Claude — это не работает так легко. То есть он заблокирован в ряде стран. Нужна подписка, нужен телефон, то есть с авторизацией будет все сложновато, примерно как с чатом GPT. Поэтому доступен, как говорится, не для всех, но качество, смотрите, ребят, какое количество тегов. Вау, реально очень хорошо. Текстами тоже неплохо, да, в частности, там заголовки, которые мне нужны, вовлекающие, все вполне адекватно, и там конечный текст, бери и работай. У Claude точно так же есть API, но я думаю, чат-бот в рамках чат-бота достаточно хорошо. За $20 стоимость подписки такая же, как чат GPT, он прям интересен. Вот. Это такая серая лошадка, которую интересно посмотреть, которая дает достаточно интересные результаты, и я реально рекомендую к ней тоже присмотреться. К ней тоже присмотреться, но в частности, да, вот я делал видосы, и на самом деле он справляется со своей задачкой, и меня это радует.
Вот. Поэтому, коллеги, в продолжении видео про нейросети я продолжаю его. Сегодняшнее мое видео было именно про другие варианты, которые доступны для вас. В конце маленький анонс. У меня появилась, ребят, закрытая рассылка, которая не публикуется в моем YouTube, на моем Telegram-канале. Кто хочет получать новости раз в неделю по технологиям и мое немножечко такие приватные мысли, потому что есть те вещи, про которые я публично не могу так широко освещать. Забегайте, это рассылка по электронной почте, доступна небольшому количеству людей. А по QR-коду на экране на нее можно перейти, прочитать подробности и, собственно, в нее подписаться. Буду рад благодарности. Еще раз напомню, плюсик, ставьте в комментах, расскажу подробнее про AI Studio от Google. Это очень интересная штука. И 10, если хотите больше подробностей про Claude, я возьму подписку для вас, погоняю его хвост и в гриву, дам обратную связь, стоит ли дальше продолжать загружать внутрь, и реально ли это такой конкурент ChatGPT. И буду от вас обратной связи. Пишите, с радостью отвечу на все вопросы. И увидимся в новом видео, которое будет прямо сейчас у вас на экране. Спасибо большое еще раз, что были со мной. И не прощаюсь надолго. Пока-пока, ребята.